А говорят, что терраформировать Венеру и сделать ее похожей на Землю невозможно. Сейчас наша Венера выглядит вот так. И посмотрите, кстати, как красиво на ее экваторе переливается вода. Когда-то Венера выглядела почти как наша Земля. Но однажды что-то пошло не так, и теперь Венера выглядит как огромный обугленный адовый шар, на котором невозможно находиться не то что людям, но даже космическим аппаратам. Сейчас мы попытаемся терраформировать Венеру и создадим из нее некое подобие Земли. Местная температура сейчас 422 градуса по Цельсию, и это еще довольно мягкий прогноз, потому что обычно у Венеры где-то под 500 градусов, так что к тому же у Венеры еще и очень тяжелая атмосфера, почти 95 земных единиц. Вот у нас атмосфера Венеры, давайте уменьшим ее многократно. Хочу сделать ее примерно как у Земли, пусть будет вот так, отлично, вот с этим мы будем работать. Уже сейчас, пускай и несколько мутно, но вы можете разглядеть обугленную поверхность Венеры. Это то, как она выглядит под этим огромным густым слоем атмосферы. Мы перемотали время вперед, и теперь есть хорошая и плохая новость. Хорошая новость в том, что температура Венеры наконец-таки сбилась и уже не настолько огромная. Плохая новость в том, что теперь эта температура слишком низкой получилась, и, кажется, я натворил делов еще больше, чем было. Но, кстати, возможно, это даже нам на руку. У Венеры, кстати, еще одна проблема есть. Здесь практически отсутствует магнитное поле, поэтому я хочу его ей дать, чтобы она хоть как-то могла защищаться от Солнца. Я предлагаю запустить в Венеру Ганимед. Сделаем это под небольшим наклоном. Венера разрывает Ганимед. Посмотрите, что она делает с спутником Юпитера. Она разрывает его на свою систему колец. Да, я, конечно, немного испортил дела на Венере, и тут стало еще хуже, чем было до начала эксперимента. Но поверьте мне, когда Земля только-только формировалась миллиарды лет назад, она проходила через еще более страшные процессы, поэтому я думаю, что результат будет того стоить. Ну, давайте хотя бы посмотрим, как выглядит Венера под слоем своей толстой атмосферы. И, кстати говоря, она как будто бы даже стала выглядеть лучше. Я сейчас не шучу. 880 градусов по Цельсию. Что я натворил? Сейчас наша Венера выглядит вот так. И посмотрите, кстати, как красиво на ее экваторе переливается вода. Ну, кстати говоря, температура здесь постепенно сбивается. Мне это нравится. А вот атмосфер в 3 раза больше, чем было изначально. Это, конечно, не очень хорошо, но я вижу здесь, лично я вижу здесь огромный потенциал. И вам тоже следует поверить. Поверить хотя бы в меня. Надо вам поверить. Поверьте. И теперь у Венеры есть собственное магнитное поле. Да, оно, конечно, несколько поменьше, чем у Земли, но при этом все равно поможет защищаться от солнечных ветров. Но есть еще одна хорошая новость. Посмотрите сюда. На Венере теперь шанс возникновения жизни появился 0,195 тысячных процента. Раньше было полностью 0. То есть мы движемся в правильном направлении. Вот что нам важно сейчас знать. Уже 60 градусов по Цельсию, и меня это радует. Это самая тяжелая планета для терраформирования. Посмотрите, у нее 17 градусов Цельсия температуры, 15% шанса возникновения жизни на Венере. Это очень хорошо, но при этом он падает. Проблема в том, что Венера замерзает. Раньше она слишком хорошо держала тепло, а сейчас она замерзает. Хорошая новость сейчас в том, что Венера все больше похожа на Землю. Плохая новость в том, что воды стало слишком много, и больше, кроме воды, здесь ничего нет. Нам нужно добавить на Венеру разных веществ, поэтому пусть это будет немного кислорода, как минимум. У Венеры ведь не было кислорода раньше. Как ни странно, вернем ей углекислый газ, который она потеряла в ходе нашего эксперимента. Добавим ей азота сверху. Пусть это будет выглядеть вот таким образом. Кстати, как будто бы азота даже слишком много, но ничего страшного, это мы еще отрегулируем. Вот так выглядит Венера, которую мы терраформировали. Это, конечно, еще не окончательный результат, но согласитесь, уже стало куда лучше, чем было раньше. Но у нашей Венеры все еще очень тяжелая атмосфера, поэтому вот этот момент давайте исправлять. Делаем ее еще ниже, пусть будет уровень примерно 2 атмосферы земной. Такое чувство, как будто бы без углекислого газа Венера не может сдерживать свою температуру. Я пытаюсь балансировать между нормальными показателями, но пока что получается
не особо стабильно. Добавим Венере еще немного воды и кислорода. Я надеюсь, что это поможет разбавить ситуацию. Пока атмосфера Венеры стабилизируется, нам следовало бы немного убрать здесь воды. У Венеры надо удалять воду по-крупному, ее здесь слишком много. А говорят, что терраформировать Венеру и сделать ее похожей на Землю невозможно. Посмотрите, как она выглядит сейчас. На ней есть жидкая вода, у нее есть хорошая мягкая атмосфера. У нее даже теперь есть кислород, и все это благодаря нашему сейчас терраформированию. 7 градусов по Цельсию средняя температура, недалеко от нашей Земли. Кстати говоря, вот так выглядит магнитное поле Венеры. Ну и самое приятное в этом эксперименте, что теперь Венера похожа на Землю на 96,5%, и на ней появился шанс жизни. Раньше это был полный ноль, а сейчас почти 40% для того, чтобы там появилась жизнь. И может быть в этом эксперименте мы не создали идеальной копии нашей Земли, но теперь она может полноправно называться ее сестрой. Потому что теперь они реально очень похожи, и возможно когда-нибудь на такой Венере человечество смогло бы обрести второй дом.